Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade, и сегодня мы с вами будем делать крутые интернет-часы на базе ESP8266 и очень классного ePaper дисплея. Поехали! Основой всего будет плата Node MCU. Я некоторые контакты убрал, некоторые оставил, только те, которые мне нужны. Еще понадобится аккумулятор. Я этот аккумулятор взял из какого-то старого мобильного телефона. Датчик температуры и влажности я буду использовать датчик DHT22, он же AM2302. Для заряда аккумулятора я буду использовать плату TP4056. Я с нее убрал USB разъем для уменьшения размера, а также заменил токозадающий резистор. Также нам понадобится стабилизатор напряжения на 3,3 вольта. Это связано с тем, что встроенный в плату стабилизатор AMS1117 имеет очень плохие характеристики. Он линейный, потребляет очень много энергии и требует для себя слишком большое входное напряжение. Поэтому эту плату питать от аккумулятора не получится. Для этого нужно использовать внешний стабилизатор напряжения. Я использовал вот такую плату, ссылка на нее будет в описании. Минимальное входное напряжение для нее нужно 3,4 вольта, в то время как для AMS1117 нужно напряжение более чем 4 вольта. Поэтому без внешнего стабилизатора никак не получится обойтись. Также еще некоторые резисторы понадобятся. Основой всего будет ePaper дисплей размерами 4,3 дюйма с разрешением 800 на 600 пикселей, который предоставила компания DF-Robot. Все необходимые картинки будут храниться на флешке. Я использую старую флешку на 256 мегабайт, и мне ее с головой хватает. Провода к дисплею, выключатель, и собирать мы все это будем в корпусе, напечатанном на 3D принтере. Ну и также мелочевка, всякие болтики, вдруг пригодятся. Перейдем теперь к рассмотрению схемы устройства. Для начала нужно будет немного модифицировать саму плату Node MCU, для того, чтобы можно было переключать питание либо от USB, либо от аккумулятора. Это нужно для того, чтобы одновременно во время работы, например, при подключении USB, чтобы питание не шло и от аккумулятора, и от USB, либо от одного, либо от другого. Для этого нужно будет убрать вот этот диод. Его не обязательно полностью выпаивать, можно просто отпаять одну сторону и развернуть. Дальше устанавливается переключатель, который будет переключать питание либо от USB, либо от аккумулятора. При подключении USB на выходе VU формируется питание 5 вольт, которое подаем на понижающий преобразователь и от него питаем нашу плату Node MCU. Если же переключатель стоит в другом положении, то питание идет от аккумулятора, опять же таки через преобразователь, и питает напряжение нашей платы. При подключении USB кабеля сразу же происходит заряд аккумулятора через плату TP4056. Также установлен резисторный делитель, который предназначен для измерения входящего напряжения. В данном случае, например, если будет питание идти от аккумулятора, мы будем измерять напряжение на аккумуляторе и тем самым узнаем, насколько он разряжен либо заряжен. Если же питание будет идти от USB, то мы будем определять, что идет зарядка аккумулятора. Датчик температуры и влажности DHT22 питается напрямую от питания, которое подается на преобразователь, будь то аккумулятор, либо питание от USB. Точно так же и дисплей, он питается напрямую от основного питания. Это нужно для того, чтобы не нагружать стабилизатор напряжения 3,3 вольта и чтобы во время обновления дисплея не происходило просадок напряжения, из-за которых может происходить сброс платы и ее перезагрузка. Сам дисплей подключается не всеми пинами, некоторые пины я решил не подключать в силу их ненужности. Например, пин RX я не подключал, потому что он тогда мешает перепрошивке платы. А это не сильно удобно, чтобы раскрывать коробку, отсоединять дисплей, перепрошивать, потом обратно подсоединять. В то же время я не буду читать никаких данных с дисплея, мне его не нужны данные, я буду данные команды только отсылать, поэтому подключен только пин TX. Пин RX, он как раз здесь у нас с синим проводом идет, подключен не будет. Также я не подключаю пин, который отвечает за reset, то есть перезагрузку дисплея. Это связано с тем, что при переходе ESP8266 в режим глубокого сна происходит сброс пинов, из-за чего происходит сброс дисплея и он включается.
хотя он должен входить в глубокий сон и потреблять минимум энергии. Поэтому пин Reset я тоже не подключал. Все остальные пины можно в принципе подключить на любой. Хотя тут остался только один, который отвечает за вывод из спящего состояния дисплея. Ну и пин TX. Вот в принципе и все. И два пина питания. То есть дисплей подключается всего лишь 4 пинами. 2 пинами питания, пин TX и пин Wake Up для пробуждения дисплея. В принципе вот и вся схема. Она довольно простая, и осталось ее только собрать. Все детали у нас есть. Теперь можно приступить к сборке. Итак, ответственный момент. Здесь абсолютно все собрано, все спаяно, как бы немножко не скручено, но сейчас нам нужно проверить работоспособность, будет все работать или нет. Итак, переворачиваем, включаем, загорелся светодиод, экран обновляется, подключение к Wi-Fi, подключено, и так ждем обновления. Отлично, показывает время 20:22, Tuesday, 22 число, температура 27,5 градусов и влажность 71%. Влажность у нас бешеная просто. Аккумулятор немного разряжен, подключение к Wi-Fi есть. Отлично, осталось нам теперь все это собрать. Можно выключить. И самое интересное, я сейчас выключил, но все изображение осталось. В этом вся плюшка этих дисплеев и Paper. Они без напряжения отлично показывают. В общем, дисплей классный. Теперь собираем все это вместе, скручиваем, и в принципе устройство готово. Осталось только еще проверить, как будет заряжать
через USB. Итак, все собрано и все отлично работает. Корпус собран, болты, конечно, не супер, но какие есть. В принципе, можно и без них. Здесь у нас стоит флешка на 256 мегабайт, датчик температуры и влажности, выключатель и зарядка от USB. Кстати, если выключить и подключить USB, то питание автоматически подастся от USB, и получается часы будут все равно работать, только что аккумулятор не будет разряживаться. Давайте попробуем сейчас подключить зарядку, но перед зарядкой я кое-что скажу. Я вчера собрал эти часы и вчера же их зарядил. И прошло довольно много времени, но аккумулятор все равно показывает полный, то есть практически не разряжается. Аккумулятора должно хватить очень и очень надолго. Я замерял потребление. Эти часы потребляют в режиме ожидания, то есть между обновлениями времени, около 10-20 мА. Это крайне мало. Так, подключаем питание и видим светодиода от TP4056, который заряжает аккумулятор. Кстати, произошло переподключение питания. И работает все. Если я сейчас выключу, произойдет обновление, переподключение к интернету. И как мы видим, значок зарядки, то есть сейчас работает от USB и идет заряд аккумулятора. Вот такие классные, прикольные часы получились. Сейчас давайте пробежимся по коду и посмотрим, что там у нас и как. Вначале подключаем различные библиотеки. В основном это библиотеки для работы с Wi-Fi и NTP сервером, для того чтобы с интернета получить текущие даты и время. Подробнее об NTP сервере и интернет-часах смотрите в другом видео, ссылка будет в описании. Также подключается библиотека для работы с дисплеем, библиотека для датчика DHT22, а также подключается библиотека для прерывания по таймеру. Это прерывание нужно для того, чтобы отсчитывать 1 секунду. Определяем настройки NTP сервера, настройки для датчика DHT22, он подключен у меня к пину 13. Инициализируем датчик, инициализируем таймер, также настройки по NTP серверу, опять же таки ссылка на видео будет в описании. Определяем различные переменные, здесь вам нужно будет указать название вашего Wi-Fi и пароль к нему. Переменные, отвечающие за секунды, минуты и часы, переменные, в которых хранится текущее значение даты в числовом формате, переменные температуры и влажности и также некоторые временные переменные. В этих переменных хранятся названия дней недели и месяцев. К сожалению, шрифты, которые автоматически подключаются к этому дисплею, не поддерживают кириллицу, поэтому названия все на английском языке. Для того, чтобы вывести название на кириллице, нужно подобрать специальный шрифт, но у меня это не получилось. Либо же вводить название в виде картинок, то есть рисовать картинки с названиями на русском языке. Переменное напряжение, а также две переменные, которые дают разрешение на ежеминутное обновление дисплея, либо обновление по Wi-Fi даты и времени. Пин, к которому подключен пин Wake Up от дисплея. Временный буфер. Его можно оставить пустым, но я здесь написал hello string, но можно оставить абсолютно пустым. Здесь у нас функция, которая вызывается прерыванием по таймеру. 1 раз в секунду. Мы увеличиваем секунды, и если секунды достигли 60, то увеличиваем минуты. То же самое и с часами. 1 раз в минуту мы даем разрешение обновления дисплея. Также каждый час тикает таймер. И если значение таймера превысило определенное значение, то тогда мы даем разрешение обновиться через Wi-Fi, то есть обновить дату и время. Я поставил раз в 6 часов, то есть больше 5. Вы можете поставить любое другое значение, хоть 48, точнее говоря 47. Тогда обновляться часы будут раз в 2 суток.
Как только значение часов превысило 23, то есть прошли сутки, то мы тогда увеличиваем значение дней. Переходим к разделу Setup. Serial я не инициализировал, потому что он автоматически инициализируется в библиотеке для дисплея, потому что дисплей работает через Serial, и там Serial автоматически инициализируется на скорости 115-200. Определяем пин на выход, это пин, к которому подключен светодиод, для того, чтобы его выключить, чтобы сохранить энергопотребление. Инициализируем дисплей, инициализируем пин, который мы будем пробуждать дисплей, пробуждаем дисплей и определяем, с какой памятью будет работать. Можно работать с внутренней памятью, а можно работать от внешней карточки. В данном случае я работаю с внешней картой, с microSD, на которую я записываю все необходимые картинки. После чего очищаем дисплей и задаем формат шрифта. Дальше идет подключение к интернету. Если подключение произошло, то выводим сообщение о том, что подключено. И в Serial мы выводим IP-адрес, по которому произошло подключение. Инициализируем таймер, инициализируем датчик температуры и влажности и обновляем дисплей. После чего отключаем светодиод на ESP8266 для сохранения энергии. В основном цикле программы чего-то такого сложного нету. Если есть разрешение на обновление дисплея, то мы делаем запрещение и делаем все остальные функции. Пробуждаем дисплей, прорисовываем задний фон. Если есть разрешение на обновление по Wi-Fi, мы обновляем дату и время, рисуем часы, получаем данные с датчика температуры и влажности, прорисовываем значение аккумулятора и обновляем изображение на дисплее. После чего переводим дисплей в спящий режим и делаем задержку 10 секунд. Итак, пробежимся по функциям. Функция Wake Up заставляет дисплей выйти из режима сна. Здесь просто идет изменение пина с Low на High. Функция работы с сенсором. Получаем температуру и влажность. Если данные не получены по каким-то причинам, например, датчик не работает, либо может быть плохой контакт, если данные не получены, то на дисплее выводим сообщение об ошибке. Если же данные получены, то на дисплей выводим значение температуры и влажности. Функция Draw Time — эта функция нужна для того, чтобы прорисовать на дисплее текущее время. Такого крупного шрифта нет. Самый крупный — это вот прописан вот этот Tuesday и цифры 24,5. Чтобы получить такой крупный шрифт, мне пришлось его нарисовать отдельные цифры. Если заглянуть в папочку, здесь можно увидеть то, что находится у меня на флешке. На этой флешке, которая вставлена в дисплей. Здесь отдельные картинки цифр, изображение аккумулятора, изображение Wi-Fi и также некоторые другие картинки, которые используются. Так вот, эта функция, она разбивает число на старший и младший разряды, и в зависимости от того, какая цифра в старшем или младшем разряде, то соответствующее и прорисовывает картинку. То есть, если сейчас 10, то прорисовывает в старшем разряде единицу, в младшем 0 и так далее. Тоже касается и минут. Функция работы с аккумулятором. В этой функции 50 раз считывается значение с аналогового входа. После этого полученное значение делится на 50, и таким образом мы узнаем усредненное значение. Далее через формулу мы узнаем текущее значение на аккумуляторе. И в зависимости от значения то выводим соответствующую картинку. Картинку заряда либо разряда аккумулятора, либо картинку, если идет подключение через USB и идет зарядка аккумулятора. Если же аккумулятор полностью разряжен и работа дальше невозможна, то часы автоматически выключаются и выводят на дисплей изображение о разряженном аккумуляторе. Для этого дисплей очищается, выводится картинка и прописывается время, здесь вверху мелким шрифтом прописывается время, во сколько произошло отключение этих часов, для того, чтобы примерно знать, насколько аккумулятора хватает. Можно эту функцию, эту часть, вот эти несколько строк вообще убрать и не использовать их. Дисплей переводится в спящий режим для минимального потребления электроэнергии, и ESP также переходится в режим Deep Sleep для также минимального потребления энергии. Функция Wi-Fi Update нужна для того, чтобы можно было подключиться к интернету и получить дату и время. Для того, чтобы часы сами по себе не уходили, не отставали, не спешили, и можно было получить актуальные дату и время. Здесь основные два раздела. Если подключено к интернету, то выполняем определенную часть. А если подключения нет, то тогда на дисплее прорисовываем то, что интернета нет, и подключаемся к интернету.
Также на дисплее выводим текущую дату, то есть в четверг, 24 октября. В основной функции, если Wi-Fi подключен, выводим на дисплей изображение подключенного Wi-Fi, то есть мы видим сейчас Wi-Fi подключен. Если дано разрешение подключения к Wi-Fi, а это разрешение, как мы рассматривали раньше, у меня раз в 6 часов стоит, то один раз в 6 часов идет подключение к NTP серверу и об получении текущих дат и времени. Опять же таки, подробнее об NTP сервере и получении даты и времени смотрите в другом видео. И обновляем значение переменных, отвечающих за дату и за время. Вот, в принципе, и все. Вот и весь код. Чего-то особо сложного в нем нет. Вот такие интересные часы получились. Конечно, в них, в самих часах ничего особенного нету, но это первый шаг к созданию погодной станции. Все-таки я к ней приду и все-таки ее сделаю. Часы будут связываться по Wi-Fi с ESP8266, который будет установлен в погодной станции, и здесь на дисплее будут отображаться полученные данные с погодной станции. Поэтому нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Я вам желаю успехов, пусть ваши проекты будут классные и интересные. Подписывайтесь на канал. Всем пока!